Всем добрый вечер. Я хочу подарить практикам очень интересный и быстро работающий эффективный ритуал для получения денег. Определенной суммы денег, усиление своей денежной силы. Это ритуал одного из моих наставников. Это человек старый уже, довольно преклонного возраста. Я не видела этого человека ни разу. Но я знаю, что этот человек очень богатый, но ради своего каприза живет за воротами своего огромного особняка в палатке. Вот это его личный каприз. Хотя он считается одним из самых богатых людей, колдунов в ЮАР. Как случилось мое знакомство с этим человеком? Девушка, которой я помогла получить работу, которую она хотела. То есть она эту работу получила, и по работе ей нужно было постоянно ездить в ЮАР. Заключала она договора какие-то и прочее. Она живет в Америке. Она наполовину армянка, наполовину русская. По папе армянка, а по матери русская. Одним словом, она стала часто ездить в командировку в ЮАР и говорит, что ради интереса показала мои фотографии этому старику. Когда он увидел мою фотографию, он взял мою фотографию, не отдал ей и сказал, чтобы она на следующий день к ней подошла. На следующий день он ей начал диктовать определенные ритуалы, заговоры, которые нужно будет провести мне, которые он мне дарит. У меня вот здесь все написано. Ну, конечно, я все не покажу однозначно. На любовь и так далее. Пусть, не мешай, иди сюда. Но некоторые ритуалы хочу вам подарить. Есть у меня работы на основе того, что этот человек мне дал, поделился. Я создала на основе этого свой ритуал, чтобы было более понятно для людей с западным менталитетом. Но, естественно, то, что он передал лично мне и больше никому, я никому дарить не могу. Вот в течение где-то 2 лет, пока она работала там, у нас была связь с этим человеком. И в интернете, в Одноклассниках, она мне писала эти все причудливые ритуалы, то, что он ей передал, я у себя переписывала. И у меня это осталось. Я видела его как-то во сне. После его определенных ритуалов мне начали приходить определенные силы, я их чувствовала, и влияние их на свою судьбу, и в том числе и так далее. Много этот человек передал. Всего, что мне очень сейчас, как бы сказать, очень пригодилось в моей практике, в моей жизни. Я ему очень благодарна. К сожалению, я узнала недавно, что его уже нет. Его дело продолжает его сын. Но сына я не знаю. И я думаю, что у него пока нет ни той силы, ни того опыта, что было у его отца. В любом случае, в память об этом человеке, в благодарность о нем, я хочу подарить практикам ритуал. И для себя, я когда говорю практикам, друзья мои, это означает, что человек, который практикует, может это сделать и для себя, и для тех людей, которые к нему приходят. Просто я это делаю от своего лица, поскольку я не всегда могу фотографии показывать, я могу только тех людей, которые согласны. Я не всех подряд могу показать, понимаете? Поэтому, когда я говорю для практиков, это означает, что это работа для практиков. Они могут это делать для простых людей. Например, они могут начитать. В этом ритуале требуется водка, рюмка водки, сладости по усмотрению. Ну, вот у меня, например, чернослив. Можно конфеты развернуть,
в открытом виде поставить. Можно изюм, можно мед. Ну, вот я как бы делаю вот таким образом, и они привыкли вот к этому угощению. Потом это оставляется на окне. Этот мешок вешается на дверях, на входной двери. Ну, так, сверху. Однако практики, например, могут это провести с людьми. Они могут такое сделать и отправить. Понимаете? Вот для человека провести такой ритуал и ему отправить. И он уже будет приносить определенные прибыли. Он будет помогать человеку, который ведет бизнес. Это можно повесить над дверью, скажем, в свои эти магазины. Там, или прилавок, где человек торгует. И он будет приносить прибыль. Понимаете? Поэтому я когда дарю практикам, я говорю, дарю практикам. Это не значит, что практики только для себя могут это провести. Просто есть вещи, которые только практику под силу, и только ему разрешено это проводить. Его энергия постепенно привыкает к энергии этих всех сил. И по этой причине другому человеку, например, это нельзя. Это те силы, которые простому человеку вызывать нельзя. Все, что можно простому человеку, ему дарится и подарено уже. Итак, начнем. Есть некая сила Рауан в африканской магии. Если 33 раза читать этот заговор, поставить перед этим угощение и, читая заговор, вот так трясти этим мешком, вызывая денежную силу, здесь мелочь, разная всякая мелочь. После повесить над дверью, а угощение оставить на окне, через некоторое время денежная сила у человека начинает усиливаться. И, естественно, деньги просто так с воздуха не упадут, но твоя работа даст результат. К тебе будут идти деньги. Итак, начнем. Там под роликом Яна всегда как бы печатает, пишет, но если что, я исправлю, чтобы эти слова были, ну, именно вот такие, какие должны быть. Я прочитаю несколько раз, вам нужно будет читать 33 раза, после чего откупиться, оставить. Еще раз говорю, простым людям это нежелательно, потому что дух Рауан – это не просто дух, это вообще-то дух темных сфер. Но когда его вызывают ради денег, он деньги тоже приносит. Именно поэтому мешок должен быть черный. И внутри мелочь, горстка мелочи, сколько угодно, там 20, 30, 40, чтобы оно звенело. Итак, Джим, Джума, Каджалин, Тамуси, Намоси, Ляалин, Тамтак, Тайджайсу. А теперь без звука. Джим, Джума, Каджалин, Тамусин, Намоси, Ляалин, Тамтак, Джайсу. Не спрашивайте, что они означают, я сама не знаю. Но то, что это работает, однозначно. Джим, Джума, Каджалин, Тамусин, Тамуси, Намоси, Ляалин, Тамтак, Джайсу. Некий пропащий или малоиспользующий в обиходе язык африканских племен. Откуда, собственно, этот человек? Еще раз. Джим, Джума, Каджалин, Тамуси, Намоси, Ляалин, Тамтак, Джайсу. Показываю еще раз. Вот так звенеть. Джим, Джума, Каджалин, Тамуси, Намоси, Ляалин, Тамтак, Джайсу. И после повесить над дверью. И результат не заставит себя ждать.
Пользуйтесь на здоровье. Всем удачи и всех благ.